Загружаем наш проект. Тут у нас вылазит, что маппинг не нравится 3D-коду. Мы ставим галочку, где написано автомаппинг UV, на сохранить UV. И оно подгрузится с нормальными UV сюда. Тут у нас 3 материала. Я переключаю и смотрю, где какой материал. Я их цветом отметила, смотрела через вьювер слева, где какой материал, запомнила 1, 2, 3, там материал 1, материал 2, материал 3, и загрузила. Тут я смотрю, мне нужно сделать здесь на дереве градиент снизу, не хватает. Вот через эту заливку нужно поставить режим линий и спад непрозрачности на одну, выбрать нужный цвет, создать новый слой, на котором эту заливку будем применять. Вот она залилась. В превью не отображается, как оно на самом деле заливается. Надо выходить, смотреть, как получилось. Я думала это через мультиплай сделать наложение. Потом мне показалось это слишком серым и грязным. Тут я пытаюсь накрутить цвета побольше, но все равно через мультиплей плохо работает, так что я ставила его на стандартном режиме. Просто сделала потемнее красный, ну, как его прозрачность уменьшила. Тут я показываю, что дерево можно поделить. Вот эти полоски некоторые в дереве можно затемнить. И камни тоже мне показались снизу, они слишком светловатые. Так что я тоже вот выключила модельку дерева, чтобы моделька дерева не залилась серым цветом. Поставила эти точки для заливки. Вот через прозрачность уменьшила, получилась такая тенюха тут. Лучше все эти тени сразу в Substance делать. Вот мне вообще не нравится этот инструмент в коте. Тут я показываю, как нужно разворачивать камни. Не отдельно, как у тебя, все это каждая грань отдельно развернута, а вот сделать камень как лепеху UV, там только снизу где-нибудь его подрезать, чтобы оно не отдельными частями вот так было, а только, например, снизу подкоцано. Так потом проще рисовать по ним в фотошопе. Вот я начала делать АО. Я его делаю кисточкой тут в 3D-коде, потому что вот развертка дурацкая. И мне было бы очень сложно сделать в фотошопе, как я обычно делаю. Тут я сделала прям в коте. Просто кисточкой на новом слое понамазала в стыках с деревом, где слишком плотно получилось, стеркой подтерла. Там 50% силы поставила на стерку, чтобы поаккуратнее это все стирать. Тут после АО я начну добавлять немного разности в тоне камня, потому что они все одинаковые, какие-то серые. Я их разобью цветом сейчас. Вот я просто новый слой создала, залила их просто цветом каким-то. Вот один посинее сделала, 2 штуки, другой зеленый. Вот тут я желтенького добавила. И понизила прозрачность этого дела, и потом стерла сверху вот эту заливку разными цветами, чтобы выделить больше грани сверху, чтобы они не потерялись. Вот тут я добавляю побольше темного, потому что тут грань, она была сплошным серым однотонным цветом. Нам такого не надо. Вот я просто чмякаю, это я, мышкой делаю все. Делаю разность цвета в этих гранях камня. Тут я уже пошла по дереву, сделала новый слой, сделала кисточку на 100% прозрачности и поехала прорисовывать какие-то куски дерева.
Я пытаюсь сделать их вот по твоей форме, которая уже готова. Я просто прорисовываю более темным, глухим цветом это все, чтобы разбить его по тону, чтобы оно не смотрелось такой однотонной желтой колбасой. Вот бочка на примере, там она также разбита по такому же принципу. Тоже я думала делать через мультиплай его сначала, а мультиплай все, блин, в серое какое-то уводит. Я его оставила на оверлее. Процентов 30, наверное, я оставила прозрачности. Оно так красиво получилось через этот оверлей. Мне понравилось. Вот тут с прозрачностью экспериментирую. Я бы не хотела, чтобы оно сильно как-то вылезало, а просто немного там по тону разбить. Вот еще какие-то штуки тут подзатемнила на том же слое, тем же темно-красным цветом. Веточки там проработала. Там сильно я не зумлюсь, а вот так шмяк-шмяк делаю. В принципе, нормально. Тут ты показываешь, что у тебя зеленый цвет этих листьев, ну прям ядреный. Вон у меня там челик из зеленой травы сделанный. Вот у него самый яркий цвет, он намного бледнее, желтее, чем твой самый темный. Тут я копирую слой просто вот этой травы и начинаю затемнять нижние листья. Сверху я высветлила, сделала пожелтее это дело. И потом я буду его просматривать, как это смотрится вместе листья и деревья в мармосете. Потому что 3D-код не поддерживает прозрачность, никак это не посмотреть. Так что я вытаскиваю, экспортирую текстуры через вот этот экспорт стандартный. Потому что у нас их 3 штуки. По одной мне было лень это экспортировать. И создаю проектик в мармосете новый. Засовываю туда дерево твое. Удаляю лишний материал. Там вот 3 остается. Накидываю на него этот цвет. И потом нужно изменить там настроечку одну на антил. Вроде или антил на какой-то другой. Короче, тут не вижу. Сейчас записываю. Вот у всех я поменяла эту настройку. Теперь мы видим только цвет тут. Еще нужно было подкрутить у них всех в reflection. Нужно было его в минус сделать. Вот это еще не поняла, что я сделала. Что я не сделала этот reflection. Не убрала его в мармосете и пыталась тут двигать цвета. Вот сделала поярче. Сохраняю, смотрю, оно темное, йоу. И, короче, еще пару секунд, пока до меня не допрет, что я сделала что-то не так. В мармосете, когда ты экспортируешь 3D-кода, текстуры, у них название одно и то же получается, и мармосет автоматически подтягивает новую измененную версию. Если это то же самое название. Вот этот Reflection убрала, наконец-то оно отражается у меня нормально. Теперь я тут скопировала через Ctrl-G, дублирую просто слой, экспозиции понижаю ему... подожди, это... Да, экспозиции понижаю тон, она просто темнее стала. И вот через маску, Ctrl и вот эта маска, такой кубик с шариком, я белым цветом с выделением прорисовываю тень на листочке. Оно так объемнее будет смотреться. Очень быстро это делается. Потому что не надо цвет подбирать, чисто маской делаю. Там можешь в большом видео поточнее посмотреть, куда я кликаю, если не успеваешь. Может останавливать как-то этот видос.
Тут я вот скопировала слой еще раз, экспозицию, наоборот, дернула в более светлый и помазала на серединке листьев объема тебе. Вот, вот тут я тебе показываю, как можно через фильтр стилизация Oil Painting немного смазать эти грани, которые странно получились. С самой запечки там белая какая-то торчит с темными гранями. Я вот их через стилизацию пробовала сделать, оно не сильно получилось. Я на них еще блюра кинула, Blur Object. Вот так красиво размазалась, этого хватит, в принципе. Эту текстуру можно на 500 на 500 сделать, 512 на 512, ее хватит. Там эти листья мелкие. В принципе, это размытие потом и не будет видно, не надо там четкого сильно чего-то делать. Тут я на листиках еще прорисовала... я сдублировала вообще некоторые листики и изменила им цвет. Еще сдублировала другие листики, сделала их потемнее, посинее. Посмотрела, как смотрится. Тут я решила добавить желтых, типа порепустей на листья. Тоже опять сдублировала этот же слой. Изменила ему цвет. И через маску вот в некоторых местах пошлепала вот этим белой кисточкой прорисовала. То мне показалось слишком бледно смотрится, добавила туда еще тоже просто сдублировала этот желтый намазанный цвет с этими порепостями, сделала его посветлее, через маску в некоторых местах сделала объем. Потом еще, по-моему, я его подвигала в сторону желтого, что мне оранжевый не сильно понравился. Тут я бахнула еще каких-то пару мазочков разного цвета, там синий намешала, серый, чтобы живописнее было. С листьями закончила, можно их дальше дорабатывать. Там всякие кашку какую-нибудь нарисовать, божью коровку. Ну, божью коровку, наверное, не надо, но протекцию на листьях можно добавить. Какие-нибудь там блики. Тут я занялась камнями. Я просто пикаю В, это пипетка, и размазываю некоторые части у камня. Добавляю ему на грани больше плотного такого светлого цвета, и оно уже смотрится стилизованное. Как бы все не закрашиваю, что у тебя там было, просто поверх, через пипетку, что-то там, какую-то мазню добавляю. Выглядит интересно, живописно. Я это делала очень быстро, как-то не сильно детализировала это. Можно посидеть, подетализировать. Там на каждую вот эту мазок добавить какой-нибудь свет, тень под мазок. Будет еще красивее. Вот решила что-то зелени какой-нибудь добавить еще. Ну, тут можно мох, который вот у тебя есть, он уже мох, да. Можно еще добавить каких-нибудь более детализированного моха. Но я вот его сделала слишком похожим, на листья какие-то. Это так делать не надо. Там, мэша под него нету, но будет смотреться плосковато на этом камне. Я его потом размазала, как-то сделала более непонятную какую-то форму, вот. Так пойдет, я решила. Что-то тут интересное происходит. Но прошлая форма явно крупновата была. Тут я подзатемнила, сделала больше объема в дупле. Высветлила в итоге самую дальнюю часть, потому что оно какое-то прям сильно черным было. Решила по приколу туда сову нарисовать. Можно с интернета что-нибудь взять или какие-то просто глаза там, знаешь, бахнуть, какой-то интересный момент. Там со стороны ее не видно, этой совы бедной.
Ну вот если, типа, призумиться, оп, интересно, какая-то деталь. Но я бы, наверное, не сову туда все-таки делала, а просто такие, знаешь, глаза, которые светятся с такими острыми зрачками. Ну, можно этого тоже вообще не делать, оставить дупло дуплом. Вот я показываю тут, какие части нужно проработать побольше, на которых падает глаз. Вот их проработать, просто выделить более светлым грани вот этих твоих полосок, где-то потемнее сделать там же по вот этому паттерну. Может быть, зелененького добавить мха, и этого хватит.